Oz Finance – это открытая зона жизни в децентрализованном мире, где отдельные лица и проекты имеют уникальную возможность работать как виртуально, так и физически в необлагаемых налогом и защищенных конфиденциальностью зонах, благоприятных для ДАП. И да, дорогие друзья, как вы уже догадались, сегодня у меня готов очередной обзор очень крутого проекта. Так что располагайтесь поудобнее перед своими мониторами и смотрите этот выпуск до конца. Уверяю вас, это будет крайне интересно и познавательно. Но прежде чем я начну, я кратко упомяну о проблемах, которые существуют в нашем мире, что, конечно же, затрагивает тему криптовалют и технологий блокчейн в целом. Ведь, как вы все знаете, первая криптовалюта, то есть биткоин, появилась более 12 лет назад, что в свою очередь привело к новому витку развития всего нашего общества, а также к появлению новых цифровых активов, проектов и различных платформ. Несмотря на то, что они децентрализованы по своей структуре, все они еще угнетены многими нормативами и правовыми требованиями разных государств, которые в свою очередь вводят свои запутанные правила их использования, а иногда даже преследуют криптовалюты, что естественным образом подрывает не только всю структуру приватности, присущую криптовалютам, но и усугубляет ее массовое использование в современном мире. Наш нынешний проект Oz Finance как раз и призван решить эту проблему, комбинируя блокчейн с жизнью в реальном мире, сотрудничая с экозонами по всему миру. Стоит отметить, что на текущий период времени по всему миру насчитывается свыше 5000 экозон, представляющих практически нулевые налоги и недорогие льготы в защищенной среде. При этом, присоединившись к Oz Finance, вы сможете получать не только капитал, кредит и сообщество экозоны, но и множество других поощрений, предназначенных для жителей страны Oz. Да, вы не ослышались, вы можете легко жить в стране Oz, так как экозоны – это реальные участки территории на нашей планете. Например, одна из крупнейших демократических стран, в которой больше всего экозон, находится на Филиппинах. И как вы уже могли заметить, старейшая и самая большая зона Филиппин, Фрипорт Батан, сама по себе является первой экозоной, которая поможет обеспечить жизнь в стране Oz, тем самым став ее неотъемлемой частью. Таким образом, благодаря этому партнерству, граждане страны Oz смогут пользоваться всеми преимуществами, присущими этой стране, что в свою очередь будет включать в себя не только практически нулевой налог, в том числе налоговые льготы для бизнеса, как в виртуальной, так и в реальной среде, но также конфиденциальность, которую тоже можно охранять по правилам экозоны. И еще вы легко можете взять кредит как для физических, так и для юридических лиц, или наоборот, привлечь капитал для своего проекта и бизнеса, что я тоже считаю очень круто. Кроме того, вы сможете общаться и сотрудничать с такими же единомышленниками, как и вы, которые верят в жизнь Oz и впоследствии влияют на любые инициативы внутри Oz. Не знаю, как вас, дорогие друзья, но меня все это чрезвычайно впечатляет. Более того, согласитесь, такого вы еще не встречали, а значит у Oz Finance огромный потенциал. Кроме того, первый в мире токен с поддержкой резидентства под названием TOTOS будет поддерживать всю систему. Скажу сразу, TOTOS – это токен, созданный на основе блокчейна стандарта BSC BIP20, который будет одновременно и сервисным токеном, предназначенным для обеспечения проживания и ведения бизнеса в экозонах, но и для предоставления экосистемных преимуществ, которые получит абсолютно каждый держатель токена TOTOS. И вот мы наконец-то добрались до чуть ли не самого интересного из всего сегодняшнего обзора. Ведь благодаря описанному выше партнерству Oz с районом Порто-Батан на Филиппинах вы можете приобрести токены TOTOS для себя и разместить их в стейкинге на 5 лет в кошельке Oz, став тем самым местным резидентом, а также разместить или же зарегистрировать местную корпорацию или зарегистрировать иностранную корпорацию. Причем для этого, как видите, от вас потребуется определенная, то есть фиксированная сумма токенов, что для регистрации местного проживания составляет $75 тысяч. Для регистрации местной корпорации потребуется уже $100 тысяч, а за регистрацию иностранной корпорации целых $200 тысяч. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, как это по ощущениям, много или мало. А пока добавлю следующее. Так как после того, как вы отправите токены на стейкинг вышеуказанным способом, перед вами откроются и другие преимущества резидентства, которые, кстати, будут активны сразу после вашей регистрации, которую вы можете сделать, перейдя в соответствующий раздел и указав все необходимые данные. И да, граждане США также могут участвовать в этом проекте.
А это, я думаю, понравится многим. Итак, что же касается преимуществ проживания, то, как я уже говорила, они включают в себя не только право проживания в любой точке Филиппин без минимального пребывания в течение 5 лет, но и защиту конфиденциальности, а также безналоговое проживание с почти нулевым процентом, а также иметь банковский счет для всех ваших бизнес-транзакций, уверенность в цифровых активах и много другое. Более того, по истечении 5-летнего срока вы можете повторно заблокировать свои токены и тем самым продлить долларовую стоимость ваших токенов. Или наоборот, если цена ваших токенов увеличилась, то вы можете легко продать их на бирже, обменяв, а затем продать их кому-нибудь или поделиться с семьей, что снова звучит очень круто для меня. Но в любом случае, чтобы глубже вникнуть во всю суть, специфику и особенности OS Finance, одного короткого видеообзора вам будет крайне мало. Поэтому, дорогие друзья, настоятельно рекомендую вам посетить официальные социальные источники проекта, в том числе изучить технический документ OS Finance, чтобы как можно глубже понять его масштабы, что для меня действительно непревзойденно. А пока, дорогие друзья, искренне благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска, который совсем скоро выйдет на моем канале. Всем хорошего дня и до свидания!